Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Второй расклад. Что скоро ворвется в вашу жизнь? Прогноз Таро на декаду на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь и что вам предстоит организовывать или адаптировать в эти 10 дней. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? Или как изменится ваша реальность? Будем реалистами, конечно. И у нас сегодня две колоды. Первая колода – это оракул Сибилла. И это не совсем обычные карты. И нас они приглашают рассмотреть две составляющие, очень важные. А, Первонаперво оставайся реалистом, они нам говорят. Так вот, если мы говорим про эти две составляющие, первое, само по себе изображение нужно учитывать, и то прописанное значение, которое присутствует в карте. Вторая колода – это колода Таро, ангелов-хранителей, и мы несколько раскроем значение первого оракула, как или что нам придется организовывать, адаптировать, может быть, и самих себя. Ну, давайте мы приступим. Я буду благодарна вашим комментариям, потому что по части оракула я его использую, но я, конечно, не знаю, как это проиграется для большей аудитории, и мне важны ваши комментарии. Есть смысл такие расклады делать или нет? И здесь все немножко в другой системе работает. И сейчас вы узнаете, как это работает. Итак, у нас будет 4 основных стопки. Первая карта. И первая сфера жизни – это бизнес и деньги. Вторая стопка – сфера здоровья, тела и случайные неожиданности или какие-то случайные встречи, кстати. Третья сфера – это работа и ваши достижения. Четвертое – любовь и личная жизнь. Но на этом не заканчивается. Мы сейчас достанем, я несколько поправлю, чтобы вам было видно. И мы достанем по тем же вопросам еще по одной карте. Первые карты будут сигнифицировать то состояние, с которым вы входите в эти 10 дней. А вот вторые, которые мы с вами достанем, как будет развиваться в эти 10 дней ситуация. Или как меняться будет ваша реальность. Итак, это у нас бизнес и деньги, здоровье тела и случайности. Это у нас сфера достижений и ваша работа, профессиональный успех, личная жизнь и любовь. Давайте будем открывать первые карты и смотреть, в каком направлении нас они ведут. Итак, что же деньги? Сфера денег и бизнеса. И это конкретно злая женщина. Вот посмотрите, аж стул бросила. То есть какие-то сильные эмоции, мои дорогие, вы можете в эти 10 дней сами, кстати, войти. Что-то идет, может быть, не так, и где-то элемент сильных эмоций, гнев, может быть, да, или вы с чем-то не согласны, какая-то концепция вас может не устраивать, или вы можете столкнуться буквально с таким человеком, который, ну, не самый добрый, прямо скажем. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что нам расскажут на случайности и здоровье тела в эти 10 дней. Может быть, это много работы или просто работы на дому, к примеру, да, если кто-то работает именно на дому. Или когда вы по этой карте, это у нас конкретно дом в городе. Может быть, это место вашего пребывания, где вы находитесь. Или когда вы можете находиться в гостях, кстати, в каком-то доме, который расположен в населенном пункте. Не обязательно это может быть город. Но все же здесь какой-то крупный более город идет. Или это могут быть какие-то ваши перемещения, которые вы планируете, и вы находитесь, опять же, в несколько иной ситуации, чем вы это предполагали. Или это может быть как вроде бы и дома, или вроде бы я в этом месте могу отдыхать, но мне еще приходится решать какие-то вопросы. Вот что-то такое, не совсем это дом, потому что нам показано,
ну, когда мы больше перемещаемся. Это не убранство самого дома или внутренняя обстановка, а нам все-таки художник изобразил внешнюю ситуацию. И здесь у нас карета показана, как будто мы куда-то приехали. Но, значит, есть какие-то вопросы, дела. Может быть, это не совсем тут про здоровье, но, может быть, какие-то важные знакомства, контакты с людьми, которые вам предстоит совершить. И тогда я вижу, тут не совсем про здоровье будут, а скорее какие-то встречи как раз нам обрисовывать эти две карты. Может быть, контакты с какими-то людьми. Может быть, вы на дом кому-то даже поедете, чтобы приватно какую-то тему обсудить. Давайте откроем сфера работы или ваши достижения, что вы себе наметили. Женщина, которая указана на карте, стоит и словно перебирает пальцами. Это карта гнева конкретно. Если это злая женщина, то здесь нам какая-то гневающаяся женщина. Может быть, это и ваш где-то прообраз, вас что-то явно, либо вы досадуете, либо что-то идет не в тех временных рамках, мои дорогие тельцы, либо вы сталкиваетесь с таким сложным человеком, вам договариваться нужно, но каким образом, вы еще пока не знаете. Или вы не чувствуете, что вам этот человек готов помогать. Может быть, это тот человек, который, наоборот, чему-то препятствует. Но я больше вижу, мы сейчас откроем вторые карты. Это вот с таким настроением вы можете войти в эти 10 дней, что да, есть какая-то досада, может быть и раздражение по конкретному поводу, которое касается и денег, и где-то работы или бизнеса, или то, что вы себе хотите достичь. Вы знаете, я вообще вижу банально. Скорее всего, телец для себя поставил какие-то временные рамки. И вот оно как раз что-то идет не по вашему плану. Сама судьба ведет. Видимо, по той траектории, как считает это правильным или нужным. Но помните, мы только входим. Это на начало периода. Сейчас мы узнаем, что у вас в личной жизни как раз или по части любви. Ну, чем-то вы по части личной жизни или любви, тут вам тоже что-то не нравится на 100%, это точно. По этой карте мы, когда досадуем, действительно, есть какая-то досада, что у нас не получается решить какой-то вопрос. Или, может быть, это связано, опять же, с документами, какими-то согласованиями. Или это не в тех временных рамках, как хочет этого телец. Но это такое начало. Давайте раскроем вторые карты и узнаем, как же будут развиваться события, сфера денег и бизнеса. То есть уже с 11 по 21 января. Много денег, мои дорогие, правда. Поэтому по деньгам вы можете злиться или вы можете где-то досадовать. Все три карты, посмотрите. Как будто и дом, и личная жизнь. У кого-то это могут быть вопросы семейного бизнеса, потому что есть какая-то составляющая, которая вас на начало, может быть, 10, 11, 12, может быть, января не отпускает. Вам не нравится явно что-то. И где-то это ваша идея, задумка, которую вы себе распланировали, она не вписывается в те временные рамки, и вы можете думать, что все встало на какой-то стопор, а тем не менее нам карта говорит: «Делец, спокойся, потому что у тебя все продвигается». Но да, вас ведет какая-то невидимая могущественная сила, и здесь все идет своим чередом. Кстати, астрологически на январь месяц советы как от звезд. Не беги, телец, впереди паровоза. Доверься где-то судьбе. Здесь у тебя именно должно сложиться так, как должно. Нужно пройти по тому фарватеру событий, которые у вас будут раскрываться. Или те возможности, которые будут появляться. Поэтому где-то свои временные рамки, ну, немножко оставьте позади. Будьте более внимательны к каким-то контактам или к тем происходящим событиям, которые в каждый день происходят. И по этой карте это правда деньги вы какие-то получите. Тут как раз получение чего-то или удачное согласование может пройти. Тут для вас какой-то плюс, мне нечего добавить. Что же у нас по части случайностей? И какие-то очень важные вы будете осуществлять решения. И это конкретно какие-то тайны или важное откровение, конкретно значение так. Откровение имеется в виду, как, может быть,
какой-то был секрет или была какая-то тайна, и мы ее теперь узнаем. И какая-то случайность, не случайная для вас открывается. Вы во власти судьбы. Вторая карта, которая говорит, вот посмотрите, это наше настроение или это то, что мы себе наметили, надумали, и очень красноречиво, да, карта говорит, стулом аж бросает эта женщина. И не важно, что меня смотрят мужчины. Это вот какая-то такая энергетика импульсивная. Она может вас присутствовать. А на самом деле тут четкость подсчитывания денег. Деньги есть, деньги будут. Но на эти случайности, когда вы что-то узнаете, может быть, в высоких инстанциях, правда, или вы получаете какую-то консультацию по части того вопроса, который вы хотите для себя прояснить, вы его проясните. Но, видимо, еще придется вам какую-то стратегию, тактику разработать на потом. И, в принципе, эта карта говорит две четверки. Сама по себе стабильная ситуация. Поэтому и правда, не торопите время, не торопите события. А вот не случайные случайности как раз нужно встречать в вашей жизни, потому что каким-то образом они вам в последующем будут помогать для решения ваших вопросов. Смотрим дальше. Третья стопка. Сфера работы или ваших достижений. Что там себе наметил телец? И это карта верности, приверженности поставленным целям. Ну, вот это вот очень символично для тельца. Вижу цель, не вижу препятствий. На таран идти не стоит, мои дорогие, это точно. Но ваша задумка абсолютно точно может быть осуществима. Да, вы можете досадовать, но оставайтесь верны собственным целям, намерениям, где-то не говорите «нет», если быстро не решается тот или иной вопрос. И вот теперь так работает этот оракул Сибилы. Если мы видим в одной масти две выпавшие карты, мы должны достать обязательно еще одну. Когда это совпадает, то есть вот две масти в той или иной позиции, значит, есть те вопросы, которым вы должны уделить пристальное именно внимание. Или это, скорее всего, будет проигрываться наиболее активно, сильно, или это то, с чем вы можете столкнуться и иметь какую-то возможность, которую для вас важно не упустить. Сферу работы и личных достижений. Мы достанем одну карту, которую мы с вами откроем чуть позже. Что же нам скажут по любви? Как это будет продвигаться? И по любви тут тоже важно. И в этой колоде карт это карта путешественника. Может быть, это ваше перемещение, может быть, это вы планируете переезд, или вы уже куда-то переместились. И для вас все как в новинку, вы многого не знаете. Может быть, у кого-то сложности языковые, такое тоже может вполне проиграться. Но для кого-то у нас бубны, кстати, да, в этой сфере у нас выпали бубны. Какая-то личная жизнь, личные контакты, может быть, но и одновременно, мои дорогие тельцы, сфера денег. Она все-таки вас не оставляет. Поэтому самое важное – деньги. Дальше у нас идет ваши достижения или ваши планы, цели. Ну и личная жизнь. Вот такой триплет в центре вашего внимания с 11 по 21 января. Давайте мы тоже достанем дополнительную карту. Может быть, такие вопросы, то, что вы хотите что-то приобрести. Для кого-то купля-продажа недвижимости, для кого-то, правда, ваше личное дело, творчество или оформление каких-то бумаг, важных документов, важных согласований. Не досадуйте, правда? Ведь тут сама по себе досада. Если тут гнев, злость, и все равно получение денег, оно как будто будет. Придут к вам деньги, не волнуйтесь, даже если где-то задерживались. А если мы говорим достижения, у каждого тут по-разному. Согласовать важную бумагу или подписать какой-то документ, или какой-то вопрос решить. Ну да, не так быстро, вы гневаетесь, а тем не менее оставайтесь верны сами себе. И в личной жизни тут тоже какое-то продолжение следует. Вас именно что-то может... Вы досадуете, вы как-то по-своему воспринимаете либо человека, либо какие-то контакты с человеком, либо вам нужен какой-то человек, вот такое я тоже могу предположить, потому что личная жизнь, хоть, конечно, нам тут больше обрисовывают про любовь, но я бы не сказала две бубновые карты, что это только лишь чувство. Нет, здесь каким-то образом это увязано еще и с деньгами. Вот теперь пятый
вариант мы с вами открываем или то, что для вас важно знать, что спешит на ваш порог или чем вы будете заниматься в эти 10 дней. Итак, открываем первую карту. И эта карта у нас называется карта мыслей. Это вы что-то будете обдумывать. Это то, что вы себе наметили. Думать придется, анализировать в эти 10 дней много. Может быть, посмотрите, гнев или досада поначалу, значит, сменяются какими-то более спокойными энергиями, когда вы понимаете, нет, надо мне не торопить, не гнать лошадей. Здесь, правда, есть какая-то ситуация к продолжению, но от меня это требует новой адаптации или новой организации жизни. И это будет вот всех 3 сфер где-то касаться, точно. Более того, карты вам где-то подсказывают, удели внимание чувствам. Все же у нас выпадают черви. А это сфера, в первую очередь, любви, чувств, эмпатии. И здесь конкретно выпадает матримонио. Или это то, когда мы готовимся к свадьбе. Свадебный процесс. Или для кого-то это личная жизнь в плане оформления отношений тоже может проиграться. Или это связь с вашими близкими, любимыми людьми. Мы к чему-то готовимся. Так вот, вы к чему-то будете готовиться, но, может быть, не в те сроки, которые вы себе поставили. Тут у вас как раз через область чувств или содействие человека, который к вам относится очень хорошо. Может быть, это помощь. Может быть, человек понимает вас, понимает то, что вы чувствуете. Может быть, даже воспринимает вас, мои дорогие тельцы, вместе с вашим гневом, вместе с вашими недовольствами, вполне вероятно. Или когда финансовая сторона дела, она где-то тоже тормозится, но все равно, мы сказали, деньги приходят. Здесь я бы сказала карты счастья. Поэтому гневаться как минимум не стоит. У вас что-то на кону очень хорошее. Поэтому не бегите по собственному сценарию, мои дорогие тельцы. Здесь всему свое время. А вот как раз использовать какие-то не случайные случайности или рассмотреть. Вам оракул приглашает, вас точнее приглашает. Потому что разные вот полярные эмоции могут быть. Ваши собственные вас накрывают, а реальность, она другая. Что же вам придется адаптировать и организовывать? Давайте дополним картами Таро. И первые 3 карты мы достанем именно адаптировать. Ваша адаптация. Чего это может касаться? Или с чем вы столкнетесь? Что спешит само по себе в вашу жизнь? Давайте узнаем, с чем это будет связано. Не торопись. Вот нам тоже говорит карта. Это карта сильной вашей позиции. Это когда вы уже все, что могли, вы сделали, кстати. Вами проведена какая-то большая, крупная работа, или вы, правда, что-то сделали по части ваших достижений и денег, проделали какой-то грандиозный, может быть, труд. И вот теперь пауза определенная. Теперь наблюдай, как разворачиваются события по тем намерениям и целям, которые ты уже начал притворять в жизнь, по тем шагам, которые ты, телец, совершил, или по тем контактам, которые ты уже создал. Правда, не бежите, не бегите точнее, не торопитесь куда-то. Наблюдайте за ситуацией и думайте. От этого зависит ваша буквально адаптация. Вам нужно адаптироваться. Мы тут не должны себе помешать. Для кого-то могут быть контакты. У нас выпадает король мечей. Это могут быть контакты с сильными мира сего или с представителями закона. Могут быть контакты с юристами, адвокатами или людьми, которые знают, как решить тот или иной вопрос. Конечно, мы можем сказать, это могут быть контакты с людьми, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолеи или имеют там асцендент. Но это карта в первую очередь эксперта, того человека, который знает, как сделать, как поступить. Или тот, который вам действительно содействует, помогает, который вас воспринимает таким, какой вы есть или какая вы есть. И это карта респектабельного человека. Поэтому вы можете сами быть вот в респектабельном каком-то доме, ну, может быть, и учреждении, или иметь контакты с такими людьми. И здесь вам это помогает. Может быть, где-то вам нужно и наблюдать, что говорят люди, слушать внимательно, потом обдумывать для того, чтобы не упустить какую-то возможность. Мы ведь рассматриваем с вами адаптацию.
Поэтому не торопитесь куда-то. Тут есть все возможности себя адаптировать к каким-то новым, может быть, приключениям или какой-то новой реальности. Что это еще может быть? Четверка земли или, это, безусловно, четверка пентаклей. Карта где-то жадины, карта контроля в первую очередь. С одной стороны, с деньгами нужно быть аккуратными. Есть определенная досада, но деньги вы получите. Деньги вы получите, тогда эта карта будет говорить, тебе они понадобятся. И понадобятся для адаптации к какой-то новой ситуации, обстоятельствам или обстановке, в которой вы находитесь. Поэтому карты дают совет сразу: деньги, телец, сохраняй. Каким-то образом это будут для тебя, ну, может быть, в последующем важные события или какие-то важные проплаты. У кого-то ведь так может быть. Давайте пойдем дальше и спросим, что же вы будете организовывать. То есть это больше по части ваших действий. Я должна сказать, что эти три карты ангелов-хранителей очень перекликаются с оракулом Сибиля. Что же вы будете организовывать? Много работы. Планетарно, если я не ошибаюсь, мои дорогие тельцы, у вас тоже январь месяц очень активный, буквально с первых дней. И кто-то может уже входить в эти 10 дней с 11 по 12, когда действительно я уже падаю от усталости. Поэтому ваша основная задача, если мы спросили, что вы будете организовывать, организовать самого себя. Режим труда и отдыха. Оставьте где-то, вот как на этой карте, гора немытой посуды или гора каких-то незаконченных дел, но это все мелкие дела. Это то, что не приносит нам каких-то, ну, очень важных событий. А вот важное оно может выглядеть, вот как вот видите, подсвеченный вот какой-то предмет или монетка, может быть. И это будет важно. Что-то на повестке дня стоит более конкретное, более важное, как и может быть ваша адаптация к какой-то ситуации или к решению того или иного вопроса. Может быть благоразумным, опять же, не бежать впереди паровоза, себя где-то не дезорганизовывать через неправильные мысли, через досаду, мы уже об этом говорили, или не включаться в решение тех вопросов, когда вам хочется сделать все и сразу, и быстро. Вот такое может быть вполне. Для вас будет важен отдых, мои дорогие, и вашу организацию жизни в эти 10 дней. Начните буквально с отдыха, и тогда мысли пойдут более в правильном каком-то русле. Вот конкретно так и говорит карта. Что же вы будете еще организовывать? А вы на что-то решитесь. Будет важное решение. Вверху у нас король мечей или король воздуха. Значит, для кого-то это получение важной бумаги, или вы будете знать, каким образом оформить какой-то документ, или, может быть, помощь конкретного человека. Это сама по себе карта возможностей, это карта создания, то есть это когда мы не просто на что-то решаемся, а мы уже действуем. Это карта активности, именно действий. И часто туз жезлов или туз огня говорит о том, что, ну, как наше внутреннее решение, но именно в этой колоде это первые шаги к осуществлению какого-то плана. То есть уже какая-то активность будет. Может быть, поэтому нам и говорят, помимо того, что много работы, так вот есть еще какая-то сфера, которую тоже придется согласовывать как-то и воссоединить ваши намерения, цели с какой-то реальностью ими или с какими-то согласованиями по документам. И, может быть, и для этого вам еще придется куда-то отправиться. Много вопросов может стоять на повестке дня, каждого дня. И вот в этот период 10 дней с 11 по 21. И для этого вам потребуется как и бодрость, так и где-то спокойное течение мыслей. Такое вот хладнокровие, я бы сказала. Потому что это что-то очень важное у вас стоит на кону. Хорошо. Что же вы будете еще организовывать? Ух ты! Вы знаете, это карта успеха. Это сила желаний, конкретно нам так прописано. И Виктория, победа. Это карта успеха. Причем совершенство успеха. И что-то вы будете тут передумывать, переобустраивать, переподписывать, пересогласовывать. И планетарно это тоже еще может быть для вас актуально в этот период, потому что Уран в ретро-движении именно в вашем знаке зодиака. И здесь могут быть перезаключение контрактов, как и по работе, может быть
пересмотр каких-то документов. Опять же, у кого-то может быть отчетность, вполне вероятно. Но это, безусловно, это карта успеха. Посмотрите, сам ангел мчится на колеснице, и ангел расслаблен, спокоен, довольный. Вот такие энергии приходят на смену какому-то негодованию, злости, гневу, досаде. У вас получится, мои дорогие тельцы, решить какой-то вопрос. Поэтому десятка огня, она для вас очень актуальна. Отдыхайте. Вы должны быть очень рациональны, потому что те вопросы, которые у вас будут стоять на повестке этих 10 дней, это как квантовый скачок, может быть, в будущее, или согласование очень важных тем, которые будут иметь прекрасное продолжение. Ну и про личную жизнь тоже не забывайте. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.